Привет, друзья! Это блог о невозможном. Это фантасмоблог. Потому что когда я увидел эту фотографию, я подумал, да нет, не может быть. Такого не бывает. Почему они так счастливы? Чему они радуются, эти старухи? Они что, совсем полоумные? Или что с ними? Что с ними со всеми происходит? Мне начали писать, что, мол, Петр Алексеевич Порошенко ездит иногда со своими автобусами, и в автобусах, мол, сидят специальные люди, которые радуются Петру Алексеевичу Порошенко. Не знаю я, правда это или нет, но идею я так тоже подумал, может быть действительно, я понял идею, может быть действительно подставные бабульки. Зашел на страницу к Гройсману, таки да. Не слишком ли много подставных нагнали? Тогда мы решили посмотреть другие его встречи с народом. Супер. Володимир Борисович, обов'язково розгляньте і допоможіть. Телефон запишіть. Да, запиши телефон, все, решим, позвони, если что, позвони, решим любой вопрос. Я подумал, подождите, но ведь совсем недавно я видел вот это вот, и это ведь тоже из той же страны. Ну, в одной квитанции 3000, это вот у соседа, а у меня 1500, при всем том, что у меня пенсия 1380. Пані Людмила у розпачі. Каже, якщо заплатить за тепло по тарифу, на життя їй залишиться 120 гривень на весь місяць. Это не так уж и плохо, можно еще бутылочки подсобрать. В общем, жить можно, как говорится. Это тебе еще повезло, потому что вот другой пенсионерке не очень повезло. Підзаробила. Пенсіонерку з Вінниці оштрафували майже на 11 тисяч гривень за те, що продавала яблука з власного саду. 11 тысяч гривен за продажу собственных яблочек. Она там будет рассказывать, что ей не за что жить, но плевать. Яблука з власного саду Надія Паненко продавала у центрі міста на тротуарі. Говорить, через мізерну пенсію немає на що жити, адже потрібно і за хату заплатити, і харчі купити. Ведь это же происходит там же, в этом же государстве, в котором вот премьером вот этот вот Гройсман. В том же государстве или на другой планете? Они где-то пребывают совсем в другом мире и совсем в другом государстве, скажем так. Да, как будто бы в другом государстве, но это все одно государство. И в этом государстве премьером популист, которых свет не видывал и который любит рассказывать о чужом популизме. Популизм. Популизм и популизм. Популизм. Но откуда же все-таки берутся эти популизы, которые попадают Гройсману на фотографии? Действительно ли подставные? А мы решили просто выйти на улицу в Киеве, да и спросить у всяких людей пенсионного возраста, как им вообще Гройсман. Свой короткий вывод я сделаю после нашего опроса. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? Я знаю, що вам сказати. Треба подумати, я так не можу сказати. Ну вот первое, что приходит в голову. Не, первый так, это серьезный вопрос, так, первый голову, извините. Нет, вот просто что вы ощущаете? Нет, спасибо. Не надо, спасибо, я не могу ничего. Ну хорошо, плохо, вот как-то в целом. Нет, так же, такой серьезный вопрос, так не отвечаю. Понимаете? Ну все, пока. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? Нормально. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? Я довольна им. А что именно вам нравится? Его желание работать и сделать хорошо. Понимаете, а как у него? Если уже он на это хочет, так это уже хорошо. Я довольна им. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? Я никого не знаю. Я пенсионерка и Скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? очень хороший. А президент ще лучше. Я душі кажу. Наш президент став президентом з одною рушницею.
А що создав? Йому ціни просто немає. А чого прикалувались? Ми прийшли, у вас тут нема нікого. І Гройсман, пройде время, він зробить. Все те, що зробив у Вінниці хороше, зробить і в нас. Ну не так все швидко. Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? Кого? Гройсман, как вам? Я плохо слышу. Гройсман, знаете такого? Ой, вы лучше с кем-то поговорите с другими только не со мной. Мне надо в аптеку, я бутылочки собираю. Вот и все. Насобирала, вот бульончик выпила. Я не пропиваю, я не пьяница, не алкоголичка. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? Мамонька, ну я же как и профессионал. Я же не могу оценивать его как профессионал, как человека. А я же его не знаю. Ну как можно пресечному этому, как сказать, ну, человеку оценивать деятельность премьера? Как? По результатам. А какие результаты? Еще, чтобы что-то сделать, надо же время. А ему, бедному, и раскачаться еще нельзя. Результаты еще впереди. Еще, как говорят, ну... А скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? Знаете, у меня нет четкой позиции по этому поводу. Я не могу сказать, что он плохой или хороший. Он старается, мне так кажется. А больше подробнее я не скажу. Как вам Гройсман как премьер? Ну, що Бог дав, то імеємо. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? Не трогайте меня, идите, Христа ради. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? Мне он нравится. А что вот нравится больше всего? Нет, ну правда, ну, можно поподробнее, ну, пожалуйста. Нет, я... Ну а что, ну, что именно нравится? Это же самое интересное. Да ладно. Ну вот в двух словах. Ну а кто? Тимошенко? Или кто? Кто вот вместо него? Может быть, это не самый лучший вариант, но из всех, что есть. Никакой. Почему? А що хорошого? За опалення 4700. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? Хороший, старается, умный, хозяйственник. Он же был бизнесменом. Он знает все, как, что, зачем, как шагать. Нормальный. Не вообще правительство нормальное, старается. И Порошенко. Хотя я за Порошенко не голосовала, но я довольна. Он дипломат, он международник, он ведет хорошую международную политику. Это большое дело. Я не думаю, что кто-то смог бы так, как он. Это самое главное для нас сейчас, понимаете? А все остальное мы переживем. Я учительница, вот нам добавили зарплаты. Да, хорошо добавили. Спасибо им, спасибо Гройсману. Все нормально. Нормально, я довольна. Молодой человек, он, хоть там говорят, что он простоватый такой, как же, чего-то, а какой он должен быть? Он простоват, потому что он с народом работает, с державою працює, а який же він буде? Все нормально, мне нравится. И Гройсман, и Порошенко. Так что, а постепенно, вот, что коррупция, это все не так сразу. Это лет 10 надо, чтобы прошло, чтобы это все искоренить, переломать. Это не просто. І мені і цей подобається, головний прокурор. Теж старається, чесна, порядна людина. А Гройсману що треба? Красти йому не треба. Він був бізнесмен, все в його є. Йому треба молодий чек, йому треба поработати. І він точно патріот України. Все, мені подобається. Я довольна. А коммуналка вам как? Ну, а що зробиш, комуналка? Ну, значит, так надо. А что сделаешь? Ну, зробили ж субсидии. Вот у меня дочка и муж, у них на двоих, они прописаны вдвоем, у них на двоих 8 тысяч. Хорошая субсидия есть. Ну, так что? Работать надо. Они работают, она
кандидат наук, робить в академії наук, зарплата в неї невелика, в нього пенсія. У них субсидія, платят ничего. Были времена, когда мы хуже жили, вы понимаете, были, когда нам хуже было. Вот это мы помним, вот это все очень хорошо. А сейчас что, хватает нам, зарабатываем, всего хватает, все. Я довольна. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам Гройсман как премьер? Так як і прем'єр на своєму місці. Ну вот он вам как? Справляється своїми обов'язками. Ну а что вам больше всего в нем нравится? Його требовательність подчинених. Требовательный, да? Да, справедливий. Справедливый. Спасибо. Как и обещал, мой очень короткий вывод. Вы знаете, после того, как я вот на такое смотрю, и это уже не впервые, я вот смотрю, и я уже не так уверен, как раньше, в том, что людям после определенного возраста надо принимать участие в голосовании на выборах. Пока.